Здравствуйте, друзья! В этом видео мы покажем, как проводим высадку низкорослых томатов в открытый грунт. Высаживать сегодня будем два отличных гибрида Каста и Дебют. Этой рассаде 45 дней, то есть она была посеяна 14 апреля. Сегодня у нас уже последний день мая. Друзья, что делали с этой рассадой накануне? 10 дней назад мы провели подкормку монофосфатом калия. Таким образом мы обеспечили на некоторое время растения фосфором. А фосфор — это тот химический элемент, который является строительным материалом. Он присутствует в каждой клетке растения, в том числе он очень сильно помогает в развитии корневой системы. Но вся беда в том, что в холодной почве, вот после высадки растений в открытый грунт, фосфор может стать на некоторое время растениям недоступен, потому что он не берется корнем в холодной почве. Именно поэтому мы проводим такую подкормку до высадки. Напитываем растения фосфором, и после высадки некоторое время оно способно будет продержаться даже без поступления фосфора из открытого грунта, потому что фосфор уже здесь есть. Ну, это временная мера, которая, я говорю, временно позволит растению продержаться. Почва все-таки сейчас уже достаточно прогретая, поэтому я надеюсь, что растение не будет испытывать дефицита не только фосфора, но и всех остальных элементов питания. На подготовленном участке делаем лунки. Размер лунок должен быть такой, чтобы в них свободно поместилось некоторое количество органического удобрения и земляной ком. Схема расположения лунок: 60 сантиметров между рядами и 35-40 сантиметров между растениями в ряду. Густота стояния зависит еще от того, насколько у вас мощный гибрид, то есть насколько высока его облиственность и насколько этот участок солнечный. Чем больше солнца, тем гуще, в принципе, можно посадить растения друг к другу. Если солнце недостаточно проникает на этот участок, то необходимо немножко раздвигать растения, чтобы они более полно были обеспечены солнечным светом. Недостаток света при произрастании томатов может привести к осыпанию завязей. В каждую лунку мы будем подсыпать органическое удобрение «Курник». Это гранулированное органическое удобрение, которое имеет пролонгированный эффект воздействия на растения. То есть при каждом поливе это удобрение будет действовать даже без дополнительных каких-то подкормок. Полили, некоторая часть удобрения с курничка будет выделяться в прикорневую зону. Гранулированное удобрение будет разлагаться постепенно, тем самым подкармливаем. И добавляем также средства от медведки. У нас на участке медведка шалит, поэтому некоторое количество мы всегда в лунки подкладываем. Все это перемешиваем и по вот такой жменьке подмешиваем в луночку. Пробегаемся, быстренько делаем это, прежде чем начать высадку. После того, как зарядили каждую луночку органическим питанием, которое будет помогать выращиванию растений на всем протяжении вегетации, проводим предварительный этап подвязки этих растений, которые сейчас будем высаживать. Веревочки раскладываем по каждой лунке. Немного забегая вперед, скажу, что вот эти два ряда будут подвязываться по схеме елочки. То есть они будут выводиться на центральную шпалеру. Будут столбики, натянута проволока, либо планка лежать. И затем каждое растение. И вот, чтобы их нормально было потом подвязывать, по 1 метру приблизительно мы и раскладываем в каждую лунку. Вот таким образом. Размещаем на дне. И берем, затем ставим просто земляной ком на эту веревочку и засыпаем. Немножко утрамбовываем. Все, эта веревочка, пусть она здесь пока у нас и находится, вот возле этой луночки. Друзья, именно такая последовательность, вот приготовление лунок, затем их заправка всем необходимым, затем раскладывание веревочки и уже затем высадка растения позволяет нам не сбиться и не пропустить какую-то луночку. Мы забыли удобрение, либо где-то веревочку. Ну, в общем, мы всегда делаем это именно таким способом. И все нормально всегда получается. Вот еще такой вопрос: заглублять или не заглублять растения томата при высадке? Некоторые зрители говорят:
если вырастим переросшие, то заглубляем. Конечно, если переросшее растение не удалось вырастить, если нормального размера рассаду, то заглубление неизбежно. Это лучше, чем высаживать волосину, которая будет торчать на метр, слабая и подвержена всем негативным воздействиям внешней окружающей среды. Если рассада крепкая и стоит после высадки, то мы заглубления никогда не проводим. Друзья, я чуть не забыл сказать, мы вчера и позавчера выносили рассаду, прямо уже она в ящиках наставленная была, на день за пределы рассадника, для того, чтобы она подзакалилась. Но все-таки, если сразу с рассадника в открытый грунт, то она может заветриться. В таком случае, если не получилось у вас провести предварительную закалку, то лучше всего во второй половине дня в пасмурную погоду проводить высадку, чтобы не воздействовал ветер на нее, может заветриться, и прямые солнечные лучи. А за пасмурный вечер и за ночь рассада немножко подзакалится, ей полегче будет уже встречать следующий, допустим, солнечный ветреный день. И еще такой момент, смотрите, вот здесь у нас один гибрид, мы его подписали, это дебют. И второй гибрид это каста. Но мы двухленточным способом, то есть вот два ряда с интервалом 50-60 сантиметров между ними, затем делаем порядка 90 сантиметров между лентами. И опять повторяем, два ряда с интервалом 50-60 сантиметров. Вот такая схема. Можно ли высаживать погуще? Конечно же, схемы высадки намного разнообразнее, чем мы показали в этом видео. На полях немножко по-другому, некоторые огородники по-другому. Друзья, если тесно у вас, нет на участке много мест, можно покомпактнее, сократить расстояние по 10 сантиметров от тех, что я озвучил. Но слишком загущать тоже не совсем хорошо. Давайте проведем полив высаженных растений. Чем лучше всего поливать? Можно полить, конечно же, чистой водой. Но я бы все-таки советовал, друзья, вот сейчас провели высадку, подкормить небольшим количеством, буквально 10 граммов удобрения на 10 литров воды. Это мизерное количество. Формула удобрения, которую мы используем, 13 азота. Сейчас чуть-чуть надо наращивать, конечно же, листостеблевую. 13 калия. Калий у нас поможет адаптироваться к неблагоприятным внешним условиям. Калий повышает устойчивость, иммунитет. Очень много этого элемента в клеточном соке, за счет чего даже некоторое количество возвратных заморозков могут не повоздействовать на растения, потому что калий, находящийся в клеточном соке, не даст кристаллизироваться этому клеточному соку, и, естественно, кристаллы не разорвут сосуды, по которым клеточный сок движется. Поэтому калий крайне важен для адаптации растений в открытом грунте. И самое большое количество в этом удобрении это фосфора. 40% фосфора, друзья. Вот фосфор это строительный материал, который поможет сейчас развитию корневой системы. Это то, что нам сейчас крайне необходимо, чтобы как можно быстрее растения наращивать начали именно корневую систему. Будет хороший здоровый корень, будет хорошая крепкая рассада. Итак, 10 грамм вот этого удобрения. Можно, если у вас нет именно такого удобрения, похожая формула, но чтобы в удобрении больше всего было фосфора. Вот кто-то сейчас спросит, можно ли использовать монофосфат калия. В принципе, можно даже монофосфат калия. Но затем придется что-то азотное добавить для наращивания надземной листостеблевой массы. По 0,5 литра полученного раствора под каждый корень. Как можно быстрее после высадки такой полив проводим. Если после высадки растения немножко опустят крылышки, как говорится, ничего страшного, за ночь они должны восстановиться и все должно быть хорошо. И по вопросам проведения подвязки в конце хочу добавить, друзья, сейчас можно было бы подвязать растение, просто взять вот эту ниточку, привязать на шпалеру и все. Растение считайте, обкрутить его немножко, растение считайте подвязано. Но мы спешить не будем, пока растение стоит крепко, рассада же не переросшая у нас высажена. Поэтому мы не спешим, пока растение не начнет клониться. Оно за это время укоренится, веревочка тоже укрепится под корешками, связанная почвой. И тогда уже проведем подвязку растений. Буквально займет это 5 минут, потому что половину подвязки мы уже осуществили. Но мы с вами обязательно к этому вопросу вернемся. Я покажу на практике, как легко и просто мы будем подвязывать вот эти высаженные растения. На этом видео закончу. Продолжаем выращивать
наши томаты в открытом грунте дальше. И, конечно же, дойдем до того, что вместе с вами будем собирать на них урожай. Спасибо за внимание, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.